Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас воскресенье, вербное воскресенье. Сегодня у нас праздник. И начинаем мы свое видео с нашего восточного микрорайона, рядом с Свято-Владимирским храмом. И хотели вам показать, какое огромное количество людей пришло в этот светлый праздник осветить веточки вербы. Так же самое и мы с Димой тоже приехали на машине. Машину поставить практически некуда. Вот так вот. Посмотрите, как машины стоят. Ну, кто как поставил. Так что машину еле-еле припарковали там где-то в частных секторах. И сейчас будем заходить на территории нашего храма. Все с веточками вербы хотела сказать по ценам, сколько стоит вот такой вот букетик. Букетики абсолютно разные. Есть такие цены: 100 рублей одна веточка под этой вербы, и 300 рублей из трех, и 350 из трех. Но у нас получается вот такой букет мы купили за 150 рублей. Людей, как вы видите, пришло очень много. Мы вот пришли сейчас где-то 10:30, ну и по идее сейчас должно начаться освещение вербы. Все стоят в ожидании. Ну, я не знаю, наверное, в круг 3-й или 4-й мы только попадем. У нас прям сегодня весна такая, уже чуть ли не летняя такая погода, очень сильно тепло, солнышко вышло в сегодняшний день, прям радует праздничной такой атмосферой. У нас уже все цветет, все пахнет, нарциссы уже зацвели. Ну, вообще у нас как-то очень резко изменилась температура из прохладных дней в такие тепленькие дни. И с детками очень много людей, идет освещение. Мы, не знаю, в каком там 5-м, наверное, ряду. До нас даже не достало. Даже капелька не попала. Долетела капли. Настала и наша очередь. Праздником вас! Вас также, спасибо. Ой! Праздником вас! С праздником! Праздником вас! Праздником вас! Все, друзья, нас окропили водой, осветили нашу вербу. Так что всех с праздником, с вербным воскресеньем, всем мира и добра. Вот такая вот у нас атмосфера праздничная сегодня на территории нашего храма. Ну а мы с вами отправляемся гулять по нашему городу и смотреть, какие изменения произошли. Друзья, ну дальше мы переместились на рынок, на Эдельвейс на рынок. Это там практически Кировский микрорайон. Рынок, независимо от того, что праздник, все равно людей много, продавцов много и покупателей много. Мы уже сделали покупки, весенние покупки. И редисочка уже полным ходом. Редиска у нас 160 рублей килограмм. Такая красивая, прям аппетитная была. Сейчас мы подойдем немножко ближе к машине и покажем вам наши покупки. Будем вас соблазнять нашими покупками. Очень Сумки много тяжелые. да, и Уже рыбы, так и прикупились, мясо, и хорошо. молочки. Так что сейчас вас будем соблазнять этими ароматами. Ну что, друзья, зашли мы во двор рядом с рынком. Хотим показать, что мы купили. Скажу, пакетик очень приличный. Так, цены будешь называть ты, потому что я не особо помню. Курица по 300, 20. по 320. Такой бройлер больше 3 По-моему, килограмм. По-моему, на 1000, да? Да, 1000 рублей. Взяли пупки. Ну, это все. Желудки еще по-другому называют. Ну да, это все у нас домашнее, я показываю. Точно так же ножки 270 килограмм. домашние. Мы такие, да, как колхозники, понабирали всего. И печенка тоже килограммчик взяли, пупков и печенки. Очень люблю домашнюю печенку, пупки вот просто пожарить, это просто сказка. Также взяли камбулу. Ну такая она, ну сказать, как бы, ну Не нормальная. маленькая. Это по 350 она, а была чуть больше, по 450.
И редисочка. Редиска вообще такая прям аппетитная. Мужчина ее еще взял, намочил. Ну, я специально так Прям подмочил. хочется ее сразу Ну, она похрустеть. полная вся. Плотная. Такая уже весенне-летняя, настоящая. Класс. Вкусненько. Друзья, но мы отправляемся дальше. Друзья, дальше мы решили с Димой прогуляться по городу и показать вам, какие изменения у нас в городе происходят. Я сейчас работаю в Приморском районе, и каждый день, возвращаясь домой с работы, просто удивляешься, сколько всего нового появляется, сколько новых домов появляется. И вот мы сейчас приехали на улицу Апатова. Мы вам еще не показывали эти дома, этот жилой комплекс новый, который возводится. Да, это тоже ипотечное жилье. Давайте пройдем ближе и посмотрим. Рядом с обычными пятиэтажками здесь выросли два дома. Два ипотечных дома, если я не ошибаюсь, называется это жилой комплекс Нахимовский, потому что здесь вот с правой стороны это улица Апатова, а с левой стороны это проспект Нахимова. Сейчас уже монтируется детская площадка возле жилого комплекса, потому что домики, они невысокие, и они уже практически готовы, и облицовка зданий готовая. Ну, сейчас, получается, благоустраивается вся территория возле этого жилого комплекса. Вот так вот расположились рядышком эти два красавца. Ближе мы подойти не можем, потому что здесь огорожена территория. Вот он, второй красавец. А там благоустраивается территория, устанавливаются качели, устанавливаются беседки, детские игровые зоны. Я думаю, будет очень красиво. Но мы, как обычно, найдем какие-то лазейки. Тут дверь открыта, никого нет. Ну, мы такие вот заходим, два красавца. И что мы видим? Здесь установлены, лежат лифты. Ну, то есть местами приходят лифты для установки. Новые лифты. Ой, красиво, прям вообще здесь такая облицовка красивая, да? Как кирпичом сделано. 6 этажей. И первый этаж это, насколько я понимаю, это будет коммерческая. Ой, ну классно, прям вообще классно здесь будет. Супер. Такие светильники, ну такое все современное, оригинальное. Очень круто. Хотелось бы, конечно, попасть внутрь, посмотреть, какие квартирки из себя. Да и вообще понимать по ценам. Вышли мы на улицу Апатова, то есть первый дом, который стоит, это улица Апатова будет. Вот так вот он выглядит в солнечных лучах. Здесь очень много, я скажу вам, друзья, охраны, которая греется вот на солнышке, лежит. Ну, у нас они как-то вообще не трогали. Они увлечены загаром, наверное, весенним. Вот. Недобрые еще. Глянь, хвостиком виляет. А вот еще один. Солнечные ванны. Ты хоть живой? А? Они сами боятся. Нельзя. Хороший. Боится. Скажи, если бы ты мне принес сейчас ножку, вот ту, которую ты купил на рынке на Эдельвейсе, я бы, наверное, сразу подбежал к тебе. Ну что, отправляемся дальше, еще знакомиться с изменениями в нашем городе. Чуть-чуть мы проехали с Димой на улицу Бахчеванжи, и скажу вам, что уже разделись, потому что на улице просто жарко. Мне даже вот в этой кофте и тоже жарко. У меня за спиной еще одни новостройки, новые жилые комплексы. Дом практически, он возведен, конечно, есть еще какие-то там работы наверху делают, потому что леса строительные стоят. Ну и начали облагораживать территорию вокруг дома. Мы сейчас здесь с вами пройдемся, потому что здесь это не один новый дом, не одна постройка. Там их очень много. И давайте заглянем вовнутрь, как идет вообще это строительство. Обошли мы вокруг. Здесь тоже идут работы. Разграничивают зоны для парковок, зоны для отдыха. Такая высотка, конечно, красивая. Интересное такое само строение. Окна в пол. Шикарно, конечно. Я представляю, с верхних этажей там буквально чуть-чуть, и уже море, и будет видно море. Выходим мы уже на улицу Бахчеванжи.
И здесь отовсюду звуки этой строительной техники, что-то делают внутри дома, что-то дворовая где-то территория делается, где-то бордюры устанавливаются. Здесь, конечно, будет очень такой крутой район. И красивые такие дома, они абсолютно все разные, эти жилые комплексы, очень оригинальные. Идем мы уже по бульвару Хмельницкого, зашли, получается, за еще один дом. Друзья, здесь тоже идет благоустройство территории, разграничение территории. Очень прикольно. Мне вот нравятся эти цвета, такие они не яркие, так приглушенный этот оранжевый цвет. Очень прикольно смотрится. Застекленные такие стеклянные балконы. Ну и вот с этой стороны здесь тоже новостройки, здесь тоже новые дома выросли. Буквально мы еще снимали здесь зимой, по-моему, после Нового года, в январе. И вот прошло каких-то 2-3 месяца. Все, здесь уже, считайте, новый квартал. И, кстати, я забыла сказать, для мариупольцев очень хорошая новость. У нас в Мариуполе дали воду. Вода у нас идет теперь каждый день. Да, есть официальный график каждый день с 17 до 21. Ну, вот уже вода у нас есть с 26 марта вот в таком графике. Но скажу за себя, что у нас есть вода с утра. Сразу вот в 8-9 утра, вот сегодня мы проснулись, и вода уже была. Я эту информацию говорю для тех мариупольцев, которые сейчас проживают еще вдалеке от города и планируют приезжать в Мариуполь. Так что, друзья, у нас хорошая новость. Водичка у нас уже есть. А также хочу напомнить, что вся актуальная информация, мы постоянно скидываем это все в свои телеграм-каналы, ссылочки все в описании под видео. Ну и не забывайте подписываться на наш второй YouTube-канал. Ссылка тоже в описании под видео. Друзья, ну просто вот проходишь по бульвару и ну диву даешься, как за такие короткие сроки может вырасти 3 таких огромных многоэтажки. Ну это просто какие-то сумасшедшие скорости. И скажу, не то, что у нас вот растут новые дома, растут новые многоэтажки, жилые комплексы, у нас также увеличивается и количество людей в городе. Приезжают люди, которые покупают эти квартиры. И, соответственно, появляется еще очень много водителей, очень много автомобилей. Едешь вот с работы, когда, кстати, я за рулем каждый день практически, потому что Дима меня забирает с работы, и назад его везу уже я. И вот диву даешься, сколько нарушителей. А нарушителей очень много, я вам скажу, потому что у нас безнаказанно все, потому что у нас нет камер, нет регистрации вот этой вот, чтобы фиксировали нарушения. Ну, благодаря, конечно, нашему регистратору Trendvision мы это фиксируем. И сейчас хотим вставить небольшой такой отрывочек. Конечно же, проезд на красный свет. Знают все бабы и мужики, 2 беды издревле терпит страна. Это дороги и дураки. Но... Повторяюсь еще раз, прежде чем нарушаете, ну думайте, пожалуйста, своей головой. Вы же знаете, вас ждут дома родные и близкие, живыми и здоровыми. Друзья, ну прошли мы этих 3 огромных дома, дома просто красавцы. Вышли мы на улицу Апатова. Если смотреть влево, вдалеке видно очень много кранов. Если посмотреть направо, видно еще один огромный дом строится. То есть у нас дома растут просто как грибы. Высоченные, красивенные. Мариуполь уже не узнать. Все дома в одно видео, конечно, у нас не влезут, так как их уже построено очень и очень много. Но мы стараемся вам все показать. И поехали дальше смотреть наш Мариуполь. Ну и далее, друзья, уже возвращаясь к нам на левый берег, мы решили остановиться на Ленинградском, на проспекте Ленинградский, в районе рынка Солнечный, потому что у нас здесь тоже есть изменения. И посмотрите, что здесь происходит в сквере, как говорится, там на флагах, кто как его называет. Здесь идет полная реконструкция. Реконструкцию делает эта Тульская область. Здесь вот территория сейчас открыта, но открыта, наверное, для того, чтобы заезжали грузовики, завозили щебень, завозили новые лавочки, новые беседки. Тут, конечно, будет очень красивый сквер. Разграничены будут зоны для отдыха, для детских качелей.
уже можно наблюдать, как вырисовывается сама картина. Лавочек много. Такие красивые с навесами лавочки, потому что здесь деревьев не так много, нет затеняющих таких крон. Зато здесь будут лавочки с навесами. Много завезено, и мусорные контейнеры стоят, а там еще и детская площадка будет. Не, ну круто же, ну круто. У нас изменения в городе просто колоссальные. Так что кто приедет в наш город, ну, кто давно уже не был в городе, кто сейчас живет вдалеке от города, вы его просто не узнаете. Потому что вот именно этот сквер обещают открыть к 9 мая. Работы идут стремительными темпами, чтобы в сроки открыть этот сквер. Работает и техника, работают и люди. Много выставлено кирпича или фемки, как его правильно назвать, для мощения дорожек. Спустились мы на пляж Левобережный. Друзья, что я вам скажу? Как жалко, что мы с Димой вчера не замариновали мясо. Здесь отовсюду доносятся эти ароматы. Но кто-то, конечно, напишет: а вы и так каждую неделю эти шашлыки жарите, сколько можно. Но когда идешь и доносятся эти запахи, ой, это просто капец называется. Машин здесь очень много, люди приезжают со своими столиками, со своим всем оборудованием, мангалами, жарят мясо на гриле. А также просто приходят полежать на пляже. Сегодня очень прям жарко. Кто-то разделся уже до футболок. Без рукав люди сидят. Я даже не знаю, как оно так резко и быстро потеплело. Буквально еще на прошлой неделе в куртках ходили, в шапках ходили, потому что такая, более дождливая, такая ненастная погода у нас была. А сегодня прям вообще погодка просто шепчет. Мы уже заехали в магазин и попить купили, уже бутылки выпили воды, потому что очень хочется пить. Жарко так. Ну что, Дим, водичку пробовать будешь? Обязательно. Закатываем рукава. Закатываем рукава, я думала, ты уже вплавь идешь. Водичка что-то мутная. Угу. Ну, намного теплее. Чем мы раньше пробовали, намного теплее. Такая уже приятная вода. Люди тоже сзади пробуют человек воду. И я смотрю, что вот впереди, вот там вот впереди люди как-то прошли на вот эти вот островки. Друзья, но на этих островках не только люди загорают, отдыхают, но еще и рыбку ловят. Посмотрите, сколько там удочек стоит. И ловят рыбку. А еще мы видели, там мужчина купаться пошел. Такая вот у нас погодка, прекрасная погодка. Посмотрите, как люди добираются, получается, с берега на вот эти вот насыпи, островки такие из песка. Здесь очень мелко, человек идет буквально чуть-чуть выше колена ему, а на том песочке можно тоже и позагорать, пикник себе устроить. Так многие вот попереходили, я смотрю. Так что вот такая вот у нас атмосферка на Левобережном пляже. Люди загорают, раздеваются уже, кто-то в плавочках, кто-то просто загорает. Машин, как вы видите, тоже немало припарковано. Кто-то просто на лавочках сидит. Обеды, вообще обалденная погода. Сегодня такой праздничный день, и погодка нас очень-очень порадовала. Я смотрю, люди все приезжают и приезжают, приходят на пляж. Такой солнечный, прекрасный, ясный день. Ну а мы на этом будем с вами прощаться и заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.